Сольная карьера Сергея Лазарева вышла на новый уровень после распада группы Smash. Артист сильно рисковал. Он мог не перебить успех дуэта, однако получилось с точностью да наоборот. Вокалист гастролировал, выпускал альбомы, дважды представлял Россию на Евровидении. Такая занятость не могла не сказаться на личной жизни Сергея Лазарева. Дети от суррогатной матери, гибель близкого человека, роман с Лерой Кудрявцевой. Как сложилась личная жизнь финалиста Евровидения? 1 апреля 1983-го у выпускников авиационного института Валентины и Вячеслава Лазаревых родился младший сын Сергей. Ему было 6, а его старшему брату Павлу 11, когда родители развелись из-за пристрастия отца к спиртному. Валентина Викторовна в одиночку поднимала детей, ведь бывший муж платил мизерные алименты. Только спустя 10 лет Вячеслав Юрьевич с горем пополам возобновил общение с наследниками. С самого детства будущий исполнитель и актер увлекался спортом. Он посещал секцию спортивной гимнастики, однако впоследствии травмы не смог заниматься любимым увлечением серьезно. Поэтому мальчику пришлось искать себе новые хобби, которыми стали музыка и театральное искусство. Вместе со старшим братом Сергей стал участником ансамбля, с которым выступал на протяжении нескольких лет. Он также посещал драматический кружок и посещал студию при театре, где он работал над своими первыми постановками и спектаклями. Личная жизнь Сергея Лазарева всегда была одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Популярному и привлекательному исполнителю частенько приписывали романы, о которых сам Лазарев даже не подозревал, а также его время от времени связывают с представителями сексуальных меньшинств. Сам Сергей говорить о своей личной жизни не любит и старается избегать подобных вопросов, отшучиваясь или переводя разговор в другое русло. В 2008 году Лазарева впервые увидели в компании знаменитой телеведущей Леры Кудрявцевой. Сергей и Лера вместе вели различные мероприятия, и дружба коллег вылилась в отношения. Парочка смотрелась настолько органично и красиво, что им тотчас же приписали скорую свадьбу. Правда, впоследствии хейтеры стали утверждать, что это был лишь пиар-роман. Я была дико в него влюблена. Вот чтобы поставить на этом точку. Я не знаю в нашем шоу-бизнесе романов по контракту. Может быть, кто-то договаривается. У нас случайно так получилось. Мы с Серегой стали вместе тусоваться, гастролировать. Вместе вести какие-то передачи, а потом мы сами не заметили, как стали вместе. Мы были постоянно вдвоем. Я была правда влюблена. Красавчик, умничка. Не было договоренности пиариться, хотя многие об этом думают, заявила Кудрявцева. После разрыва дружба коллег продолжилась, однако Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. А вот о романах Лазарева почти ничего не было слышно. Ему приписывали связь с Сантой Димополос, Ани Лорак и Полиной Гагариной, но слухи не получили подтверждения. В 2015-м сам артист сообщил, что встречается с кем-то не из мира шоу-бизнеса. Однако было непонятно, сколько продлились эти отношения и были ли они на самом деле. Сергей всегда говорил, как близок с мамой и братом Павлом. В более взрослом возрасте Паша очень гордился младшим братом. В 16 лет Сергей ушел жить самостоятельной жизнью, а Паша долгое время оставался с мамой, даже когда уже женился. За эти годы братья как-то потеряли близкое общение, но спустя несколько лет их общение возобновилось и изменились в лучшую сторону. Они стали действительно близкими братьями, у которых были свои секреты, свои разговоры вдали от мамы. В 2015-м 37-летний Павел попал в серьезное ДТП. От госпитализации мужчина отказался, а через несколько дней почувствовал себя плохо и обратился в клинику. Было уже слишком поздно. Брат Лазарева умер от обширного кровоизлияния и сепсиса. С потерей семья не примирилась до сих пор. У брата певца осталась дочка Алина. Теперь Сергей занимается воспитанием племянницы. 2,5 года певец скрывал информацию о том, что стал родителем. В 2016 году папарацци сфотографировали Сергея с мальчиком во время посещения одного из московских храмов. «Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой. Я так им горжусь и люблю», – написал Лазарев пост и поделился фотографией с сыном. Тогда стало известно, что Лазарев стал отцом еще в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, мальчика назвали Никитой. О рождении первенца Лазарев сообщил всем близким, кроме родного отца. Вячеслав Юрьевич не входил в круг близких людей, которым артист доверил этот секрет. Дедушка так и не увидел внука. В 2017 году отца Лазарева не стало.
Причиной смерти стала открывшаяся язва. У него долго болел живот, но идти к врачу отец боялся, думая, что у него найдут рак. В 2019 году в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» артист поделился со зрителями еще одной новостью. Год назад у него родилась дочь Аня. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста. Теперь Сергей воспитывает детей сам и часто сталкивается с критикой со стороны общественности. Многие осуждают певца за то, что он обратился за услугами суррогатной мамы, чтобы завести детей. Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности, высказал свою точку зрения Сергей. В 2022 году активисты снова раскритиковали певца, предположив, что его дочери не хватает материнской заботы, и даже хотели лишить звезду родительских прав. Тогда финалист Евровидения заявил, что справляется со своими обязанностями, и напомнил, что у его дочери есть бабушка Валентина Викторовна, которая часто помогает. Русскую смекалку никакими санкциями не возьмешь. Какие-то проблемы с Apple? Плевать. Суровые ребята из Тюмени разработали шикарную альтернативу AirPods. Тюменские беспроводные наушники CG Pods. О CG Pods пишут «Комсомольская правда», «Коммерсант». Вадим Боков – гость в интервью известных блогеров. СМИ признают, CG Pods – лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. Они обгоняют по объему продаж гигантов вроде Sony, Huawei и Apple. Секрет успеха CG Pods в философии реальной ценности. CG Pods продаются по честной прямой цене от производителя за 5000 рублей. В 4 раза дешевле американских Apple AirPods, хотя по качеству тюменцы не уступают яблокам. У CG Pods микрофон тот же самый, что и у дорогих AirPods. У CG Pods самый большой динамик в мире. Помогает этому двойное активное шумоподавление. Тюменские берушники прозвали их за отсутствие внешнего шума при прослушивании музыки. Благодаря антропометрически выверенной форме они не жмут в ушах и не давят. CG Pods работают без розетки 24 часа. Это дольше, чем дорогие AirPods. У классических тюменских CG Pods есть влагозащита. Наушники можно мыть и мыться в них. Кейс CG Pods выдерживает 220 кг нагрузки. Заказывайте CG Pods на официальном сайте. Ссылка и промокод на скидку 200 рублей в описании. Сергей отметил, что сам ходит на родительские собрания детей в школу и детский сад. Однако из-за работы у него не всегда получается это делать, и тогда его подменяет мама. Дети пока не спрашивают о том, где их мама. И сам Сергей вовсе не видит проблемы в неполной семье, ведь сам он рос как раз в такой. Интересно, что и Аня, и Никита увлекаются творчеством. Оба танцуют в коллективе Тодес. Кроме этого, Никита еще занимается в театральном кружке. В 2021 году Лазарев впервые выступил на сцене со своим сыном, исполнив с ним песню «Это все она» на ежегодной музыкальной программе «Взрослые и дети». Артист признается, Никита и Аня не избалованы, его дети знают слова «нет». Горы новых игрушек он им не покупает. Наоборот, учит ценить вещи, постоянно с ними разговаривает на тему, что деньги с неба не падают. Сергей считает, что лучше потратить деньги на образование детей или совместные поездки с ними. Певец старается избегать культа папы в семье. Он ругает маму, если та включает детям песни в его исполнении. Сергей не хочет, чтобы дети воспринимали его как артиста из телевизора. В феврале 2023 года в интервью Сергей Лазарев рассказал о том, почему не женится. Для него институт брака – это некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут потерять. Свадьба – это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Сергей Лазарев называет себя свободным, ветреным и влюбчивым.